Я не буду с несобранным ножом, Олег. Ну, это фишка канала. Мы прощаемся только, блядь, с ножом в руках. Только с ножом в руках. Давайте пакет принесу, и ты с ножом в руках прощаешься в пакете. Привет! Ты на канале Супер Арбалет. Сегодня поговорим про нож Cold Steel AD15 Lite. Нож не новый, но от этого не менее интересный. Нож появился в 2019 году. Если быть точнее, не именно этот нож AD15 Lite, а его старший брат AD15, у которого была использована порошковая сталь S35VN на клинке и рукоятка из материала G10. В данном случае клинок из стали AUS-10, рукоятка из материала Grivery. И, собственно, причиной появления именно Lite-версии был тот факт, что после появления старшего брата ножа AD15 нож довольно быстро стал очень популярен, но ценник все-таки немного кусался, потому что даже на данный момент в российской рознице он стоит 25 с лишним тысяч рублей. Именно версия с порошковой сталью. Но люди требовали чего-то подешевле, и вот родилась версия Lite, где сталь AUS-10. Не могу сказать, что это прям плохо, конечно, по сравнению с порошком похуже, но тем не менее весьма достойная, часто использующаяся в ножах сталь, очень хорошо себя показывает. Материал Grivery тоже уже Cold Steel опробован. И, в принципе, вот с использованием этих материалов получилось немного удешевить популярную модель. На данный момент в российской рознице он стоит в районе 11,5 тысяч рублей. И за этот нож это, в принципе, весьма адекватно. К слову о популярности ножа, в том же 2019 году нож получил премию «Самый инновационный дизайн года». И все это благодаря замку. О нем чуть-чуть поподробнее. Дизайнером самого ножа и замка, в частности, выступил Эндрю Демко. Этот замок он запатентовал еще в 2016 году, называется он Scorpion Lock. Принцип его работы, по сути, как у бэклока обычного. То есть коромысло, которое нам нужно немного приподнять, и, собственно, нож выходит из пазов и закрывается, либо открывается. Вот. Но, в отличие от бэклока, Scorpion Lock позволяет это сделать одной рукой. В принципе, не врут, когда так говорят, это действительно можно сделать одной рукой. В разложенном состоянии он 21,5 см длиной, 21,6 если быть точнее, в сложенном 13,3. Клинок у нас 8,9 см длиной. По стали, повторюсь, AUS-10A, рукоятка из Grivery и с такой текстурированной поверхностью, из рук выскальзывать не будет. Профиль клинка Drop Point, распространенный, всем знакомый профиль. Клипса стальная с возможностью ее установки как на правую, так и на левую сторону. Через клипсу проходит отверстие для темляка, да и в принципе все, что можно сказать о внешнем виде ножа. Ну, здесь, наверное, стоит отметить, что присутствует двусторонний шпинек, который удобно открывать нож как правой, так и левой рукой. Также хотелось бы отметить, что и собран нож очень хорошо. Вот я его пока сидел, открывал, закрывал, очень приятно щелкает, никаких люфтов, ничего нет, вот можно даже послушать. Очень такой приятный антистресс нож. Тестов сегодня особо не будет. Не то, что особо их вообще не будет, потому что сталь известная, AUS-10, ножи из этой стали мы тестировали, что они могут показать, мы тоже знаем. В руке, повторюсь, нож лежит замечательно, работать им будет действительно удобно. Но, я думаю, больше интерес вызовет то, что у него внутри, поэтому мы сегодня разберем и посмотрим, из чего он сделан, какие там использованы шайбы и как, в принципе, устроен этот замок. Первое, что бросается в глаза, что тут всего лишь два болта, которых можно выкрутить. Поскольку я разбираю его в первый раз, я не любитель готовиться к чему-либо. Так что мне вместе с вами будет очень интересно, что же там внутри и почему всего на двух болтах это держится. Разобрали. Так, нож разобран. На самом деле очень удобно разобран. Всего два болта. Откручиваем, вытаскиваем втулки. Все составляющие перед нами. И, как говорится, все гениальное просто. Составляющих не очень много, но при этом нож эффективно работает. С чего он состоит? Ну, сам клинок, это понятно. Нож на шайбах. Две второпластовые и, соответственно, две медные шайбы. Вот шайбы, честно говоря, меня немножко удивили. Я, конечно, знал, что он не на подшипниках, но на камеру я сейчас типа изображаю удивление, потому что, в принципе, за 11,5 тысяч можно было и на подшипниках нож сделать. Было бы, наверное, поприятнее. Дальше у нас идет основная часть механизма замка Scorpion Lock. Эта же часть выполняет роль бэкспейсера, сделана она из алюминия. И тут мы видим, что на месте втулки все немного подпружинено, то есть как раз таки для того, чтобы мы могли комфортно его приподнимать, чтобы нож закрыть. Лайнеры стальные,
насколько знаю, из нержавейки. То есть, в принципе, все весьма просто, но при этом очень симпатично, компактно и удобно, что самое главное. То есть, когда вы захотите обслужить свой нож, там, протереть, смазать, то разобрать его вообще никакого труда не составит. Там, 2 болта, минута времени и нож разобран. Итак, на внутренности ножа мы посмотрели. Хочется добавить, что когда я его собирал обратно, несмотря на то, что все это делается просто элементарно, есть маленький нюанс. Механизм замка подпружинен, и вот эта пружинка, она норовит выскочить, когда нож собираешь, поэтому следить за ней, не потеряйте. Я 2 раза ее искал по полу, пока нож не собрал, но в итоге все получилось, все здорово. И резюмируя все вышесказанное и увиденное, можно сказать, что нож на самом деле крутой. Хоть не самый бюджетный, далеко не самый бюджетный, там 11,5 тысяч, но тем не менее AUS 10, удобный хват, отличная рукоятка, интересный механизм замка, он действительно удобен. Поэтому нож я могу рекомендовать всем, кто ножами увлекается, фанатам марки Cold Steel уж тем более могу его рекомендовать. А на этом, наверное, все. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока.